Привет, это серия видеоуроков по практическому использованию искусственного интеллекта в личной жизни. Конкретно в этом видео мы с вами разберемся, как с помощью ChatGPT мы сможем составить персональный фитнес-план тренировок, рацион питания, найти дополнительную мотивацию для тренировок, ну и, конечно, сбросить либо набрать вес. Поехали! Окей, для начала нам необходимо, чтобы ChatGPT принял нужный нам образ. Для этого нам необходимо его настроить. Мы можем настраивать его через промпты, то есть постоянно писать ему: слушай, я хочу, чтобы ты в данный момент был тренером. Но есть способ намного проще. Нам необходимо зайти в настроить ChatGPT и ввести сюда всего лишь два блока пользовательских инструкций. То есть первый блок, что бы мы хотели, чтобы ChatGPT знал, и второй, какой бы мы ответ хотели получать от ChatGPT. Для того, чтобы заполнить правильно эти два блока, я перехожу в свой телеграм-канал. Ссылка на мой телеграм-канал находится под этим видео. Через поиск я ищу тот образ ChatGPT, который мне необходим. Например, я бы хотел, чтобы ChatGPT был тренером по фитнесу. То есть я ввожу вот эти два раздела. Чтобы мы хотели, чтобы ChatGPT знал о нас. Первый раздел, и во второй раздел, как бы я хотел, чтобы ChatGPT, соответственно, отвечал на те вопросы, которые я ему буду задавать. Соответственно, выбираю и ввожу это все во второй раздел. То есть сейчас нам не нужно использовать какие-то дополнительные промпты для того, чтобы ChatGPT принял тот образ, который нам необходим. То есть он и так уже понимает, что он фитнес-тренер. Он и так уже понимает, что мы к нему будем обращаться с вопросами, связанными с фитнесом. Значит, здесь также в нашем телеграм-канале, ссылка находится под этим видео, есть больше 250 различных образов. Например, инструктор по зумби, например, инструктор по бегу, либо может быть какой-то консультант по криптовалютам, может быть консультант по видеомаркетингу, SMM-специалист, копирайтер, лучший копирайтер, специализирующийся на продающих текстах. То есть мы можем выбрать абсолютно любой образ ChatGPT в нашей базе больше 250 таких образов для ChatGPT, то есть финансовый специалист. Плюс есть больше 10 тысяч различных промптов для работы с ChatGPT, либо любым другим искусственным интеллектом. Есть промпты на русском языке, есть промпты на английском языке, есть база с интересными проектами, связанными с искусственным интеллектом. Есть база промптов для работы с изображениями, фото, также есть чат и полезные статьи периодически выходят. Поэтому обязательно перейдите в мой телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. А мы, значит, продолжим. То есть у нас сейчас ChatGPT является фитнес-тренером. Когда мы приходим к любому фитнес-тренеру, у нас есть, мы как бы свои вопросы можем разделить на несколько частей. Во-первых, нам необходимо получить базовые тренировки, то есть тренировки и рассказать о себе, то есть какая у нас цель, что мы преследуем, что мы хотим, соответственно, достичь. Для этого нам необходимо ввести следующий промпт. Составь двухмесячный план тренировок для мужчины 37 лет. Это я выбрал себя. Рост 187, вес 93 килограмма, цель сбросить 4 килограмма до 89 килограмм. Он тренируется 3 раза в неделю, имеет спортивную подготовку. То есть я базово рассказал о себе, то есть что у меня есть спортивная подготовка, что я хочу снизить вес до 89 килограмм за 2 недели. И попросил его составить мне план тренировок на эти 2 недели. Вот он составил мне план тренировок на эти 2 недели. Сейчас я бы хотел ему рассказать чуть больше о себе. То есть основная задача при работе с ChatGPT, любым другим искусственным интеллектом, это максимально ввести его в контекст. То есть рассказать ему максимальную информацию о себе. Тогда он лучше будет понимать, что мы от него в итоге хотим. Например, я хочу ему рассказать, что чтобы он учитывал, что я ежедневно делаю кардио, хожу в день по 60 минут в парке быстрым шагом со скоростью 6 км в час, учитывая это при составлении плана тренировок. И теперь он ту тренировочную программу, которую он для меня написал, он уже в нее вносит коррективы, которые
соответственно, подходят именно мне. Я также могу сказать, да, что у меня вот, например, есть травма плеча, то есть плечо там не поднимается, что ограничивает мои упражнения там со штангой, либо упражнения, которые я выполняю. То есть я ему тоже об этом могу сказать, что жим, например, гантели, лежа, жим штанги, это не для меня, это не про меня история, потому что у меня тут же начинает то есть у меня здесь порвана была связка, она неправильно срослась, можно делать операцию для того, чтобы все это исправить, но можно, соответственно, так жить и заниматься на обычных тренажерах, а не со штангами. Я могу ему это рассказать, и он опять скорректирует тренировку, исходя из моих там, медицинских показаний. Например, я там не могу, колено болит, да, чтобы он это учитывал при тренировках. То есть мы ему максимально рассказываем о себе для того, чтобы получить максимально подходящую под нас упражнение, максимально подходящие под нас тренировки. Значит, он нам сейчас расписал. Но давайте этого делать не буду, потому что может затянуться видео. Каждый из нас индивидуален. И на этом этапе, на этапе знакомства и составления плана тренировок, мы должны ему все рассказать. Также отличным советом будет, например, вы занимаетесь не в тренажерном зале, вы хотите заниматься дома. Соответственно, я его прошу, составь комплекс упражнений, который совмещает кардиосиловую нагрузку, например, бёрпи, выпады с гантелями, тяга штанги. Какие из них можно делать дома без специального оборудования. Либо мы можем ему сказать, что я не посещаю тренажерный зал, мне необходимо, чтобы я занимался дома. И, соответственно, он уже подгоняет тот комплекс упражнений, который мы будем делать, исходя из наших условий. Мы занимаемся дома, либо мы занимаемся на улице, мы занимаемся в тренажерном зале. Еще будет круто, если вы придете в тренажерный зал, отфоткаете все тренажеры, которые доступны у вас в тренажерном зале, и отправите эти фотографии в чат GPT. Чат GPT умеет анализировать фотографии и будет понимать, чем располагает ваш тренажерный зал. То есть составь мне план тренировок, исходя из того, что имеется в моем тренажерном зале, либо в том тренажерном зале, где я тренируюсь. И он уже подгонит те упражнения, которые он нам написал, на те задания, которые нам необходимо будет, на те возможности, соответственно, которые у нас есть. Это отлично. То есть здесь, в принципе, с тренажерами и с планом тренировок можно корректировать, можно работать, но если мы, например, новички, да, и мы не понимаем, как выполнять какое-либо из упражнений, мы можем его спросить. Например, мы здесь уже можем подключить, соответственно, поиск в интернете и спросить, например, я не понимаю, как делать планка с отведением ноги в сторону. Найди в интернете подробные видеоуроки, пришли мне ссылки на эти видеоуроки. И он нам, смотрите, ищет в интернете упражнение, планка с резинкой, отведением в сторону ног. И мы уже здесь даже можем там вот на том же YouTube, чтобы не искать все эти упражнения, которые мы не понимаем, либо в которых мы сомневаемся, мы можем прямо здесь, отсюда перейти на YouTube и, соответственно, даже здесь можно смотреть, даже можно не переходить, и, соответственно, посмотреть, как выполняются эти упражнения. То есть это очень удобно, когда мы пишем таким образом упражнения. Хорошо, с упражнением, я думаю, более-менее понятно. То есть он нам составляет план тренировок, он нам составляет план упражнений. Но что делать, если одних упражнений будет недостаточно? Когда упражнений недостаточно, мы начинаем работать с планом питания. Смотрите, что мы его просим. Мы ему сейчас просим составить план питания на неделю для мужчин. То есть опять мы описываем себя, хотя можно было этого не делать. Цель сбросить 4 килограмма за 2 месяца. Какую калорийность мне стоит поддерживать? И смотрите, он нам начинает считать калорийность, то есть нам необходимо базовый уровень метаболизма, уровень физической активности, общие суточные энергозатраты. То есть он все это, исходя из плана, то есть если мы будем придерживаться плана тренировок, то он нам составляет следующий план питания. Если мы не придерживаемся плана тренировок, мы, например, пишем «я не хочу придерживаться плана тренировок», и он, соответственно, нам
эти материалы уже будет корректировать. То есть можно же похудеть не только с помощью тренировок, можно еще похудеть с помощью питания. Да? Многие из нас это забывают и об этом не думают. Но он нам продумал план питания и рассчитал все по нашим нормам белков, жиров, углеводов. И составил, соответственно, план питания. Мы этот план питания просматриваем и можем его корректировать. Например, я, не знаю, не люблю, давайте найду что-нибудь, что я не люблю. Я не люблю мед, да, то есть творог с медом и орехами. Чем бы это можно заменить? Конкретно мед. То есть я ему пишу, я не люблю творог с медом и орехами, конкретно мед. Чем его можно заменить? И он мне сейчас даст рекомендации, как я могу, соответственно, заменить вот тот самый мед. Мед в твороге, свежие или замороженные ягоды, натуральный йогурт, нарезанные бананы или пюре, сухофрукты, кленовый сироп. То есть он нам дает рекомендации, исходя из наших же потребностей. Таким образом, я могу сказать, что вот ты составил план на неделю, давай сделай мне разнообразное меню на целый месяц, то есть на 4 недели, либо на ближайшие как раз те 2 месяца, которые я хочу скинуть, соответственно, вес. И он нам также все это проработает и составит план питания. То есть, смотрите, что он уже сделал. Он нам составил план тренировок, он нам составил план питания. Прежде чем мы перейдем к следующему элементу, мы, например, можем задавать ему те вопросы, которые нас интересуют. Если это тренировки, то мы можем его спросить: слушай, а какие для мужчины больше тренировки будут направлены на сжигание жира, например, на животе? Давай скорректируем наш план тренировок, исходя из того, что у меня большая часть жира, соответственно, на моих боках оседает. Либо, например, я бы хотел узнать простой ужин с низким содержанием углеводов для мужчины, который хочет сбросить вес. И он, соответственно, нам тут же отвечает на те наши вопросы, которые у нас возникают в процессе работы с ним. Но кроме питания и тренировок есть еще один важный аспект — психология. Мы хотим, чтобы узнать, как мотивировать себя следовать двухмесячному плану по сбросу веса, если хочется отказаться от тренировок или съесть что-то вредное. И он нам уже рассказывает, как мы можем мотивировать себя для того, чтобы не, как говорится, не сорваться, не забросить там через неделю, через две, либо при первых каких-то сложностях. Значит, смотрите, определите конкретную цель и визуализируйте результат. Разделите цель на этапы, то есть 2 недели минус 1 килограмм это легче контролировать, чем какую-то глобальную цель. Найдите удовольствие в процессе, позвольте себе небольшие, это вот что такое за слово? Небольшие, наверное, слабости, скорее всего. То есть правило 80% рациона полезные продукты, 20% то, что вам нравится. То есть мы можем корректировать. В отличие от, например, когда мы работаем с тренером, нам иногда психологически сложно признаться тренеру, что мы там что-то не то съели, либо мы где-то нагрешили, да, и либо мы боимся сказать тренеру, что я, например, не могу жить там, не знаю, без чего-либо. И, соответственно, нас тренеры там разные, кто-то поймет, а кто-то скажет: нет, ни в коем случае этого нельзя делать. Чат GPT, искусственному интеллекту мы можем без проблем это рассказать. Помните о правиле 2 минут. Избегайте триггеров переедания. Общайтесь с единомышленником. Анализируйте срывы без чувства вины. Если пропустите тренировку или съели что-то вредное, не корите себя. Вместо этого подумайте, почему это случилось, что я могу сделать в следующий раз, чтобы этого избежать. То есть он не только действует в данный момент как наш фитнес-тренер, как наш специалист, нутрициолог, но также как наш друг, либо психотерапевт, который позволит нам ментально не сломаться во время той самой достижения цели. А это очень важно. Либо, может быть, мы на каком-то определенном этапе остановились на точке. То есть мы, например, скинули, я не знаю, там 2 килограмма, да, и мы хотим узнать, как вес встал на месте, что делать. Мы также можем его спросить, что делать, если вес остановился там на уровне 91 килограмм и никак не снижается. Он нам, соответственно, рекомендует: пересмотрите калорийность, увеличьте активность, проанализируйте еще раз рацион, попробуйте циклирование калорий.
Это что такое 3 дня умеренный дефицит, 1 день норма? Это поможет избежать адаптации организма к дефициту. Оцените состав своего тела, обратите внимание на сон и стресс, увеличьте потребление воды, дайте организму перезагрузку, увеличьте энергозатраты вне тренировок. То есть, может быть, больше ходить, больше выполнять каких-то действий. То есть, любой процесс, любой вопрос, который у нас возникает в процессе, мы ему можем задать. Следующий вопрос, который мы ему можем задать, это какой способ отслеживания прогресса, какие метрики, вес, объем, калорийность важно учитывать. И он здесь уже говорит о метриках, которые нам необходимы для либо при снижении веса. Например, вес, например, объемы тела необходимо замерять, какие объемы тела необходимо замерять, почему процент жира в организме необходимо замерять, использовать фотографии прогресса, например, делать фотографии раз в месяц, либо раз в 2 недели. И, соответственно, сравнивать эти фотографии, желательно в одном и том же месте, в одной и той же одежде. У меня, например, есть свои лайфхаки, у меня есть, например, рубашки, да, где, когда я набираю вес, я понимаю, что как бы контрольные рубашки, я их называю, они у меня висят в шкафу, я их не ношу, но я периодически их надеваю. То есть я смотрю, одеваю так, в контрольную рубашку я не влажу, значит, нужно сбрасывать вес. Потом в другую контрольную рубашку одеваю, так, контрольную рубашку я влезаю, то есть у меня пуговицы начинают застегиваться, значит, все окей. Либо контрольная рубашка мне стала слишком большая, значит, я где-то перетренировался и ушел не совсем в ту сторону, в которой была цель. То есть у каждого свои какие-то лайфхаки, и что нам необходимо делать для того, чтобы замерять эти показатели. И он здесь говорит, что вот каждой фотографии делать каждые 2 недели жировую массу, калорийность, физическую форму, вес, объемы, все это измерять и с какой периодичностью. Я бы хотел также узнать, например, какие приложения я могу использовать для отслеживания прогресса, какие метрики, вес, объем, калорийность нужно учитывать. И он мне уже здесь дает список необходимых приложений для отслеживания прогресса. Например, вот он советует MyFitnessPal, подсчет калорий и ведение дневника питания, FatSecret, удобный дневник питания, Хронометр, углубленный анализ питательных веществ для отслеживания тренировок Strava, Strong, FitNotion, Happy Scale для отслеживания веса и состава тела. То есть любой запрос, любую команду, которая нам необходима, мы для комплексного анализа, соответственно, Google Fit и Apple Health. То есть, смотрите, плюс он дает ссылки, соответственно, на эти приложения, но также мы можем там взять свой телефон и никакого труда, я думаю, не составит вбить название этих приложений, скачать их и просто потестировать, посмотреть. Может быть, это платные приложения, нужно тут же уточнить. Эти приложения платные, есть какие-либо бесплатные аналоги этих приложений. То есть фитнес, на мой взгляд, с использованием ChatGPT не станет прежним. Я не говорю, что каждый из нас может теперь использовать ChatGPT для того, чтобы сбросить вес, набрать вес, решить какую-то свою проблему, вот связанную со своим здоровьем. Может это сделать и тренер, например, узнать что-то новое для себя, открыть что-то новое для себя. Вы можете с тренером также посоветоваться, и что он скажет по поводу ваших тренировок, либо вашего плана достижения того результата, который вы хотите. Я не говорю, что вы можете использовать только этот план тренировок и только такой подход для достижения своего результата. Каждый из нас разный, каждый из нас может попробовать, каждому из нас может что-то понравиться, может что-то не понравиться. Вы как фитнес-тренер, либо вы как клиент фитнес-тренера можете без проблем попробовать поработать таким образом с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, ChatGPT, Claude, они все постепенно внедряются в нашу жизнь, и не пробовать, не использовать их, на мой взгляд, на сегодняшний день не совсем правильно. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Пока.